Это футляр для шляпы. Сложно сказать, что это было на самом деле. То есть не исключено, что мастер сделал такую драгоценную имитацию европейской шляпы. Но традиционно в России во всех описях этот предмет называется именно футляр для шляпы, хотя никаких следов ответной части или точного представления о том, как именно данное произведение могло использоваться как футляр, у нас нет. Предмет этот связан с очень важным историческим деятелем, патриархом Никоном, который занимал высокое положение во время царствования Алексея Михайловича. И по описям его домовой казны действительно этот футляр проходит с середины XVII века. Но нужно сказать, что подобные произведения делались в Японии только на рубеже XVI и в самом начале XVII века. То есть, конечно, версия о том, что этот футляр был изготовлен специально для патриарха Никона, она все-таки маловероятна. Скорее всего, ее привезли все-таки ему в дарах, а первоначально она предназначалась кому-то еще. Но, безусловно, какому-то европейскому высокопоставленному лицу, потому что, если мы посмотрим, то на тулье есть изображение, пейзаж с двумя домами. На завесах окон в одном случае мы видим иероглиф, обозначающий «великий» или «большой», а на другом доме на завесе мы видим латинские буквы «И» и «Р». Существовала одно время версия, что это сокращенное именование Иисуса из Назарета или Иисуса Назарянина, царя иудейского, но, скорее всего, это все-таки инициалы первоначального заказчика. Произведение это совершенно выдающееся и по своим художественным достоинствам. Это действительно очень высококачественно выполненная работа. И, кроме того, конечно, чрезвычайно любопытно, каким же образом подобное произведение могло оказаться в России. Дело в том, что в то время у России не было каких-либо контактов с Португалией, не уж тем более прямых каких-то торговых. История появления таких лаков в Японии – это тоже целая такая отдельная история и в чем-то даже детективная. Дело в том, что в таком стиле японские лаки оформлялись исключительно для португальцев. То есть это вариант оформления, существовавший очень недолго, буквально 40-50 лет. И от этого времени сохранилось не так много произведений. Вообще португальцы довольно случайным образом попали в Японию. В 1542 году во время шторма лодку с рыбаками отнесло просто к японскому берегу. И уже на следующий год туда была снаряжена специальная экспедиция, и таким образом португальцы оказались в этой стране. И поначалу взаимоотношения развивались очень активно. В 1549 году туда прибыли христианские миссионеры во главе с Франциском Ксаверием, и христианизация поначалу шла даже быстрее, чем в других местах. Но позднее ситуация изменилась, отношение к португальцам и к христианам поменялось, и после уже их участия в нескольких антиправительственных выступлениях все это было очень резко прекращено, португальцам было запрещено находиться в Японии, страна оказалась закрыта, и лишь голландцам разрешалось в одном порту иногда, присутствовать. И как раз голландцы, пришедшие на смену португальцам, они также стали заказывать традиционные японские лаковые произведения, высоко ценившиеся в Европе, но голландцы были протестантами, и для них подобные произведения были слишком яркими, слишком пестрыми, и поэтому характер декора кардинально поменялся в то время и стал более традиционным для Японии. Вообще искусство японских лаков берет свое начало в VIII веке, и это очень такая сложная технология, требующая особых условий, когда произведения раз за разом покрывали иногда десятками слоев лака. В условиях, близких к 90% влажности, каждому слою давали застыть. Последний слой наносился, как правило, посередине большого озера, потому что должно было быть абсолютно условие, когда нет ни малейшей пылинки. И, конечно, подобные произведения ценились, потому что они были очень красивые, они были влагостойкие, долго сохраняли свой первоначальный вид и были таким ценным и желанным произведением для европейцев. Португальцев японцы назвали «варвары с юга», намбанжин. И именно по этому названию и подобный стиль оформления японских лаков получил название намбан.
Чем они отличались от обычных лаков? В стиле намбан японцы стали использовать инкрустацию перламутром, обычно не включавшегося в оформление традиционных японских лаковых произведений. Это связывают и с тем, что они были знакомы с искусством корейцев, и в то же время считается, что интерес к этому и моду на подобную технику, техника Раден называется в Японии, принесли в том числе и португальцы, поскольку вместе с ними в Японии появились произведения с территории Гуджарата на северо-западе Индии, где тоже создавались лаковые произведения, инкрустированные именно перламутром. В Японии же произошло вот это сочетание перламутра с традиционным украшением золотым лаком. В это время иногда стали добавлять коричневые лаки и изредка даже зеленые. Подобные прекрасные произведения с журавлями и другими птицами, с различными цветущими растениями, буквально полностью покрывающими поверхность лаковых произведений, они, конечно, украшали по достоинству европейские интерьеры и создавались в том числе и для самих японцев. Интерес к португальцам был очень высок, и первоначально их появление расценили как нечто очень положительное, и появление черного корабля с португальцами совпало с определенными мифами и легендами Японии о корабле добра, о корабле счастья, который приносит ветер странствий. И сначала их считали очень такими важными персонами, очень хорошо к ним относились. И поэтому очень часто на произведениях в стиле намбан японцы стали изображать португальцев в широких штанах, в соответствующих шляпах, похожих на эту форму. И в том числе это делалось на произведениях, которые предназначались для европейцев, и в то же время на произведениях, которые предназначались именно японцам. Мы можем это видеть на японских традиционных стременах или на ширмах, которые, конечно, предназначались в первую очередь для японского традиционного интерьера.